Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, что же не стоит принимать от других людей. Не всегда вещи и предметы стоит принимать, но также есть и то нематериальное, от чего вам нужно быть осторожными и внимательными. Давайте вместе с вами будем разбираться в этом вопросе. Каждого человека на протяжении жизни окружают не только предметы, вещи, но и энергии. На каком-то этапе они поступают, на каком-то этапе, наоборот, мы их теряем. Кто-то помогает нам в этом, чтобы их приумножить, а кто-то старается делать все возможное только для того, чтобы их у нас отобрать. Важно, чтобы у человека была счастливая и полная изобилия жизнь, чтобы вокруг него был баланс из энергии, а это очень непросто, так как, к сожалению, вокруг нас большинство нечистосердечных людей, даже среди тех, кого мы считаем близкими и родными. Найдутся все равно такие, хотя они очень умело способны скрывать свои истинные помыслы. Поэтому есть вещи, которые ни в коем случае нельзя ни у кого брать, а есть и энергетически то, что также нельзя брать, даже если вам преподносят это как благо или же как это сделано именно для вас. Чтобы помочь вам сделать вашу жизнь лучше, вам нужно не рисковать, а научиться самим контролировать потоки энергии, которые попадают в вашу жизнь, притягивая только то, что вам нужно, и не забывать выставлять защиту от того, что может причинить вам вред. Даже если ваши близкие люди думают, что они что-то делают вам во благо, это не означает, что оно так и есть. Порой благо способно причинить вред. В данном случае перекрывать сильные энергетические каналы и мешать светлым энергиям попадать в вашу жизнь, отбирая у вас комфортную, счастливую, финансовую, полную изобилия и любви жизнь. Если вы не желаете, чтобы на вас произошло такое влияние, не позволяйте никому нарушать гармонию, которую вы из энергии создаете вокруг себя, чтобы потом не думать, как вернуть свою прежнюю жизнь и восстановить то, что вы начнете терять. Ведь порой может быть и такое, что восстановить это не получится, или же на такой неприятный жизненный эпизод придется потратить много сил и энергии, которые можно было бы потратить на то, чтобы что-то приобрести и наполнить свою жизнь чем-то хорошим, приятным, окружив себя новыми эмоциями и счастливыми событиями. Итак, чего же стоит избегать, и если такое начинает возле вас происходить, как же оградиться от данного негатива? Ведь если сделать это все вовремя, то получится избежать того, что способно вам навредить. Огромный вред способны приносить непрошенные советы, поэтому не позволяйте людям вам их давать. Ведь никто и никогда не сможет увидеть или же просчитать то, как для вас лучше. Ваша жизнь – это только ваше видение и ваши решения. Не слушайте, когда говорят, что со стороны лучше видно. Это совсем не так. Каждый, во-первых, смотрит на ситуацию под своим углом, а во-вторых, порой со стороны завиднее, ведь многие жаждут оказаться на вашем месте. Даже если вы считаете, что в вашей жизни нет ничего особенного, для кого-то она и есть особенная. Такое действие перекроет доступ сильных энергий в вашу жизнь. Вы начнете терять то, на что вам указали. А тот, кто вам указал на данную ошибку, по его мнению, будет это все притягивать уже в свою жизнь. Ведь закон Вселенной таков. Когда где-то что-то убывает, где-то в этот момент прибывает. Главное суметь этим воспользоваться. Также часто люди дают советы, когда желают причинить непоправимый вред. Подружка может рассказать, что вам нужно кинуть вашу вторую половинку, так как от этого человека ничего хорошего не стоит ждать. Но сколько в жизни случаев, так что как только отношения распадаются, подруга оказывается непосредственным виновником данной ситуации. У моей хорошей знакомой супруга постоянно вмешивалась в их отношения, давая как бы невинные советы по обустройству дома, по приготовлению еды, по видению того, как им нужно поехать в отпуск и куда нужно поехать. Супруг все воспринимал, а вот энергетика матери постепенно вытолкнула энергетику супруги из их дома, а затем и из его жизни, из-за чего в их жизни возник сильный разлад, который закончился разрывом отношений. Если вы чувствуете, что кто-то дает вам советы, которые вам не нужны, которые вы не хотите слышать, сразу же скажите об этом тому, кто это делает, независимо, кто этот
человек. Проговорите, что вы сами знаете, как поступать со своей жизнью, и что если вам нужно будет совет, вы спросите у своего внутреннего «я». Затем в этот же момент проговорите про себя такие слова: в своей жизни правила только я устанавливать могу. Советы чужие в нее не принимаю. Энергии свои в целостности сохраняя. Энергетику и территорию свою нарушить и отобрать не позволю. Когда закончите, трижды щелкните пальцами правой руки. Так вы убережете себя от такого воздействия. Если вам говорят о том, что о вас молятся, о том, что в церкви за вас ставят свечки, не стоит такому радоваться, так как данный человек просит для вас то, что считает, что вам нужно в жизни, например, счастье, а вам нужна любовь или финансовая стабильность. Тем самым к вам начинает притягиваться то, о чем они просят, занимая возле вас энергетическое пространство для того, что вам действительно в данный момент нужно. Из-за этого вокруг вас образуется энергетический дисбаланс. Вы не сможете его восстановить, так как тот, кто это делает, будет постоянно его дестабилизировать, причиняя вам ненужный вред и дискомфорт. Поэтому, если человек скажет вам о том, что он о вас молится, поблагодарите его об этом и попросите, чтобы он этого не делал, так как вы все-таки лучше знаете, что вам нужно, и у вас есть тайны, которые данному человеку неизвестны. Затем пойдите сами в церковь, поставьте свечку, трижды проговорив при этом такие слова. Только те слова, что я вслух произношу, пусть услышаны будут, а те, что за моей спиной проговариваются, пусть энергетический баланс мой не нарушают и влияние на меня не оказывают. Так вы возьмете свою жизнь под контроль и поставите энергетическую защиту для своего энергетического баланса. Ее никто не сможет нарушить. Вас будут окружать только светлые и нужные вам энергии, потоки которых вы сможете сами контролировать. Не стоит трудностями, если такие у вас есть в жизни, делиться с окружающими, так как это также ничем хорошим для вас не закончится. Когда-то одна умная женщина сказала, что если хочешь порадовать своих врагов, расскажи о своих трудностях. Это их прибодрит и приумножит уже то нехорошее, что уже наполняет вашу жизнь. А если желаете врагов позлить, свои неудачи держите при себе. Рассказывайте их на воду, и тогда они, ничего не зная о вашей жизни, не смогут причинить вам никакого вреда. Вы знаете, это очень нужный и грамотный совет, который действительно способен от многого уберечь. О том, что есть в вашей жизни, то, что происходит в семье, должны знать только те, с кем вы спите в одной кровати и живете под одной крышей. Для других эта информация должна быть в закрытом доступе. Если вы чувствуете, что что-то идет не так, что вам это нужно, что вы устали, что вам нужно с кем-то поговорить, откройте на рассвете кран с проточной водой и расскажите все, что вас тревожит. Затем, когда рассказ будет закончен, проговорите трижды такие слова: «Вода все горести и печали моего рассказа унесла. Больше душу мою ничего не тревожит, сердце не разрывает и биополе не нарушает». Когда закончите, трижды умойтесь, после чего закройте кран. Как только вы все это проделаете, вы сразу ощутите легкость, спокойствие. В душе будет покой, но если проблемы велики, повторите еще данное действие несколько раз. При этом не сдерживайтесь. Если есть желание поплакать, обязательно поплачьте. Вода способна подпитывать сильной энергией и смывать все горести, как после трудных событий, так и после тяжелого рабочего дня. Каждый из вас замечал, что придя домой и приняв душ, сразу ощущается энергетическая бодрость и прилив жизненных сил. Не позволяйте окружающим людям сплетничать о вас. Прервите эти сплетни, сказав, что вам не интересно их мнение, что они никак не могут повлиять на вашу жизнь. А про себя скажите такие слова, что те посылы зла называйте имя, что мне тобой посылаются, обратно же прими и с собой их забери, чтобы на меня не влияли и жизненно важные энергии не перекрывали. Так вы не только установите черту от этих ненужных энергий, но и отдадите отправленный вам негатив обратно данному человеку. Не позволяйте людям из вашего окружения вам также доносить то, что о вас говорят. Вам эта информация ни к чему, так как вы и так знаете все то, что вам важно и имеет значение для вас. А если вам будут передавать чужие слова, которые будут вас только расстраивать, притягивать депрессию, ненужные деструктивные энергии, какой в этом смысл? Вы сами себя разрушаете изнутри, делаете себя более слабым и не можете впоследствии противостоять тому негативу, который будет притягиваться извне и постепенно разрушать жизнь.
Попробуйте, попав в такую ситуацию, тому, кто придет к вам с такими новостями, сказать, что вам не нужна эта информация, что вам и так хорошо живется. А тот, кто вас что-то говорит, стоит за вашей спиной и больше ничего сделать не может. Кроме того, как создавать сплетни. Начните смотреть на эту ситуацию по-другому. Если о вас говорят, значит, на вас стараются равняться. Значит, вы успешны, перспективны, так как тем, кто лучше вас, им точно не до вас. А вернувшись домой, подпалите 3 веточки мяты, окурите себя и скажите при этом такие слова: «Энергии сильные и нужные меня только окружают. Тем, кто слухи распускает, навредить мне не позволяют. Тот, кто за моей спиной, там и останется, и никогда от того зла, что излучает, не избавиться». Когда закончите, веточки нужно будет вынести на улицу и оставить возле цветущего дерева или же возле цветов. Это простое действие не только укрепит ваше энергетическое поле, но и притянет сильной энергией вам в помощь. Вы сильны и способны быть выше этого всего. Не забывайте об этом. Не позволяйте рассуждать о вашем финансовом положении. Все деньги, которые пришли в вашу жизнь, которые вы заработали, это ваши деньги. Вы приложили усилия, чтобы они появились в вашей жизни. Вы создали связь с денежной энергией. Если вы будете оправдываться или же пытаться преуменьшить ваше финансовое положение, то это приведет к тому, что канал, через который проходит денежная энергия, засорится, и ваша с ней связь просто-навсего разорвется. Из-за чего деньги не только перестанут к вам поступать, но и у вас начнут возникать денежные потери. Если разговоры будут частыми, то финансовые проблемы будут крупными. Если будете преуменьшать, Вселенная посчитает, что вам нужно меньше денег и повлияет на то, чтобы они не поступали в прежнем количестве, из-за чего, даже если вы будете работать больше, чем было ранее, деньги не придут в таком же количестве, а это перекроет уже многие возможности. Вы не сможете себе позволять то, что могли ранее, поэтому если заводят разговоры за ваше финансовое положение, скажите все, что вы имеете, все ваше, и надеетесь, что будет так же, после чего дайте нуждающимся любую купюру, проверив, сказав при этом такие слова: «Деньги, как в мою жизнь поступали, так и поступайте, но я все правила исполняю, деньги уважаю, поэтому денежную энергию в большом количестве привлекаю и ожидаю». Таким образом, вы не только сохраните денежную энергию при себе, но и сможете ее обязательно приумножить. Не принимайте ни от кого никакие вещи, так как вы не можете знать, с какой целью вам их дают. Возможно, человек избавляется от того, что создает ему неудобства и дискомфорт, как в доме, так и в жизни, а вы, приняв их, примите данный дискомфорт. А если вещи принадлежали умершему человеку, то они попадут к вам с мертвой энергией, которая разрушит вашу жизнь полностью. В такой ситуации не бойтесь отказать данному человеку, он же не побоялся вам такое предложить. Но если возможности отказать в принятии какой-либо вещи у вас нет, попросите, чтобы он положил ее на какую-то поверхность, а сами в этот момент подложите под нее белый лист бумаги или же салфетку. Сверху накройте куском светлой ткани, не благодарите за нее, иначе будет считаться, что вы ее приняли. После чего, когда данный человек уйдет, сразу вынесите ее из дома, выбросите, при этом обязательно скажите такие слова: «С этой вещью связь не обрела, благодарность за нее не высказала, прочь выношу те энергии, что ее наполняют, выгоняю, чем подальше отправляю». Далее дуньте трижды на нее и после проделанного выбрасывайте. Проделав это, не переживайте, вы к этой вещи не прикасались, она вам и не принадлежит, поэтому переживать не о чем, ничего ни на вас, ни на вашей энергии, ни на дом в целом не повлияет. Не стоит ничего принимать из того, что способно доставить вам дискомфорт, будь то вещь, событие или же энергии. Если не знаете, как поступить, скажите такие слова: «Благодарю», «Возвращаю», «Не принимаю». Так вы от многого убережетесь, и никто не сможет на вас никак влиять. Используйте, пожалуйста, эти знания себе во благо. Живите прекрасной жизнью, притягивайте нужные энергии, укрепляйте с ними связь и ни в чем себе не отказывайте. Открывайте перед собой новые возможности и двери, но не забывайте привлекать за собой и денежную энергию, которая даст вам много возможностей. Ведь когда деньги в нужном количестве и ни о чем не приходится переживать, это прекрасно и это замечательно. Используйте, пожалуйста, эти знания себе во благо,
потому что это очень важная и ценная информация. Многие люди это игнорируют, а потом не знают, а как же поступить в той или иной ситуации. Поэтому используйте. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно, друзья, подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, друзья. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.